Салют, друзья! Деньги – это побочный эффект осознанных действий. Так говорит Дима Казовчинский. Человек, ради которого мы приехали в Одессу, один из лучших туристических городов Украины. Мы начинаем наш выпуск. Сколько вы пломб продали за последний год? Больше 100 миллионов. 300 основателей, которые скинулись по $1000. Одесский ход. Ресторан не переносил должную прибыль. Друзья, снова будут подарки. Вовлекли, я вовлек еще полгорода. Дмитрий Казовчинский – коренной житель города Одесса. А как нам известно, никто не любит свой город так, как одесситы, и Дмитрий не исключение. Владелец группы одесских компаний, работающих под торговой маркой «Охранные пломбы». Команда производит устройства, которые защищают интересы и собственность людей и компаний во всем мире. Во всех начинаниях Дмитрия мотивирует его семья. И даже бизнес является семейным. Они с супругой воспитывают 3 сыновей, один из них даже присоединился к нам на пробежке. Друзья, ну как вы? Загорели? Да, привет. Привет. Рад тебя видеть. Андрей, тезки. Да, готовы бежать? Да, конечно. Кроме развития своей компании, Дмитрий много внимания уделяет родному городу. В его планах Одесса настолько хороша, что дети, имея возможность, не станут с него уезжать. Дим, что такое охранные пломбы для людей, которые впервые слышат сочетание охранные пломбы? Пломбы – это интеллектуальные устройства, которые защищают собственность, интересы людей и компаний. Ну, многие их могут видеть у себя на счетчиках электричества, газа, воды. Сколько вы пломб продали за последний год? Больше 100 миллионов. Больше 100 миллионов. Да. А какой средний чек пломбы? Гривна 2 точно. GST, охранные пломбы. Экспо более чем 62 страны. Угу. Как? Самый главный инструмент – интернет. Естественно, не на русском, украинском языке, а как минимум на английском. И нужно понимать, естественно, как минимум свою целевую аудиторию. А второй вариант – это находить эти компании, звонить, общаться. Переговоры могут длиться и полгода. Мы, чтобы попасть на международный рынок, мы открыли торговый офис в Женеве. Потому что Швейцария – это реально бренд. Мы как бы частично двигались. Вы говорили, что продукция швейцарская. Нет, мы говорили, что торговый офис в Швейцарии, а для оптимизации цены мы производим его в Украине. И вот так вот люди воспринимают. Одесский ход. Как заработал первые 100 долларов? Первые 100 долларов я не помню, но в эквиваленте, это конец школы, разгружал с друзьями грузовики и вагоны с горчичным порошком. Но это были такие эпизодические больше варианты. А расскажи о фасите, что это такое? Раньше меня было очень легко какой-то новой идеей зажечь, да, вовлечь. Когда вовлекли, вложил. Вовлекли, я вовлек еще полгорода. Но я надеюсь, что все кончится очень хорошо. Вы знаете, что любой из вас может сделать веский вклад в историю своего города, по примеру городского пространства Force City. Друзья, мы идем в гости в один из самых необычных ресторанов в Украине. Как он появился? 250 одесситов скинулись по $1000 и открыли его. Прибыль от него уходит на развитие города. Пойдемте познакомимся с основателями. В момент презентации около 150 человек пополнили ряды основателей ресторана, тем самым создав успешный пример социального предпринимательства. Мы строим ресторан, который объединяет 300 человек, 300 основателей, которые скинулись по $1000. 70% прибыли этого ресторана идет на социальные проекты в городе. 30% идет управляющие компании, которые занимаются управлением ресторана. Сколько было вложено в денег для того, чтобы запустить ресторан? Ну, на данный момент 300
это 70 тысяч. Не сходится. Организаторы доложили собственные средства, чтобы запустить ресторан. То есть это ты и Артем? Да, я и Артем. Вот эта ноша ответственности лежит на тебе, и в любом случае ты не можешь подвести людей, в первую очередь. Во вторую очередь, мы являемся идейными вдохновителями, и мы благодарны той поддержке, которую оказали основатели. Но мы заявили об одном, что мы запустим ресторан. И мы заявили о том, что мы соберем людей. Репутация. Репутация, да, это важный момент. Она нами в том числе движет. Те деньги, которые мы доложили, это мы даже об этом особо не афишируем. Если честно, это первое интервью, в котором мы об этом говорим более публично. Наше пространство, оно состоит из 4 частей. Лекторий, винный бар, это ресторан, городское кафе мы его называем. Соответственно, 4 зоны. For City. И игра слов, понятное дело, потому что для города это все сделано. Да. Собственно, этот зал — это душа For City. Идея социальных проектов могут подавать на сайте For City любой гражданин города, гражданин Украины, неважно. Но должен создаваться определенная инфраструктура для этого. И, собственно, для этого созданы лектории, что проводить здесь различные ивенты, мероприятия, лекции об урбанистике, допустим, о различных социальных инновациях, проектов. Первые пару месяцев мы работали в тестовом режиме. Он был в убытке длительное время, но по итогам года мы профинансировали социальных проектов на сумму около $500 000 гривен. 450 тысяч, по-моему. Какие факапы были топ-3 при создании ресторана? Вместо того, чтобы выбрать помещение, на котором мы планировали с точки зрения бюджета, мы выбрали помещение, в которое мы влюбились, осознавая, что... Да, на поводу эмоций, осознавая, что мы вряд ли его потянем по бюджету, так и получилось. Поэтому это был первый факап. Второй факап — это объединение. Мы думали, что все произойдет достаточно легко. Что мы скажем: «Эй, гей, For City, погнали!» И все сразу: «Да, вы же хотите помочь городу!» Нет, так это не работает. Это, к сожалению, ментальность наших людей, которую мы хотим очень менять. Факап заключался в том, что мы не провели достаточно сильную подготовительную работу перед тем, как запускать сам проект. И последний факап. Мы неправильно просчитали бизнес-модель и аудиторию людей, и ресторан не приносил должную прибыль, поэтому мы были вынуждены сменить ресторатора. Какой оборот был в прошлом месяце? Мы дошли до 700 тысяч, и я надеюсь, что в мае это будет больше $1 миллиона. Для формата нашего ресторана и для Одессы это хорошая цифра. Какие причин 10 были, что получились? Как ты думаешь? Все 10 причин — это люди, еще раз люди, потому что благодаря определенному объединению и скиллам различных людей у нас действительно получилось реализовать этот проект. Немаловажно — это поддержка людей. Я был очень удивлен, что нас держали достаточно известные одесситы, которые являются лидерами мнения, такие как Казовчинский Дима, Владислав Борода, Егор Гребенников. Они все основатели нашего проекта. Кстати, не все основатели являются жителями города. Многие бывшие одесситы, которые ехали за рубеж. Одесса с ее более чем миллионным населением, но там не приходится чувствовать себя чужим. Дим, при подготовке к интервью мы узнали, что ты был задействован в создании символа Одессы. Расскажи историю, как якорь стал символом Одессы. Это очень интересная история, связанная с моим близким другом Иваном Лептугой, который в какой-то момент озадачился тем, что у Одессы нет качественного символа. Благодаря дружбе с Артемием Лебедевым появился якорь. Я сразу сказал, что вы получили мега-соратников в своем продвижении, и до сегодняшнего дня я поддерживаю все начинания, связанные с якорем. Скажи, сколько взял Лебедев за символ Одессы? Как ни удивительно, нисколько не взял. Но это не похоже, по-моему, на Лебедева. Это не похоже, но это говорит о том, что он с широкой души человек, с широкими взглядами на жизнь. В прошлом году удалось изготовить 4 бронзовых такие скульптуры, которые в этом году мы, да, вот точно таких же, которые мы подарим городам-побратимам. Когда мы все
куда-то едем в путешествие, и наш багаж по ленте уезжает в неизвестном направлении, у большинства, к сожалению, это вызывает боль и опасения. Хватит бояться. Теперь вы под моей защитой. Набор Travel Security Kit обеспечит дополнительную защиту вашим любимым вещам. Установите застежки молнии возле ручки багажа, проденьте пломбу сквозь застежки и ручки, затяните пломбу и сфотографируйте ее на свой мобильный. Теперь никто не сможет украсть ваши личные вещи из чемодана безнаказанно. Появилось такое решение, как Travel Security Kit. Это набор, который в себя включает охранные пломбы для багажа и специальные пломбы-наклейки для защиты сейфов. Он рассчитан на одно путешествие. Сколько стоит? Он стоит порядка 100 гривен. В принципе, это около $4. Это очень доступная цена, да. Для того, чтобы дать возможность твоим подписчикам сохранить свое имущество и защитить багаж, Друзья, снова будут подарки. то мы 20 наборов передадим тебе, и ты сможешь их вручить тем людям, которые, ну давай придумаем. Давай придумаем, на каких условиях. Для того, чтобы получить одну из пломб, просто напишите, почему нужно дать именно вам. И, Дима, выберешь 20 человек, которые ты считаешь нужным, что искренне всего написали, и пломбы ваши. Если ты боишься краж, опломбируй свой багаж.